Всем привет! К сожалению, я не знаю, есть ли среди вас тех, кто не любит домашних животных. Но вот то, что среди вас найдутся те, кто любит и содержит собак, это уж 100%. И как вы уже поняли, исходя из названия данного видео, речь сегодня пойдет о децентрализованном проекте DogData, который посвящен как для владельцев собак, самих собак, так и для всех тех специалистов, какие тем или иным образом участвуют в жизни собак. Но об этом всем мы с вами поговорим чуть позже. А пока давайте обратим свое внимание на самые распространенные проблемы, связанные с данным направлением, которых, к сожалению, оказалось достаточно много. И первое, с чего бы мне хотелось начать, так это с небольшой статистики, которая сообщает всем нам о том, что более 500 миллионов людей во всем мире являются собаководами. Что я считаю весьма немало, но как показывает практика, вести учет о здоровье, вакцинации и других данных из жизни собак крайне сложно, так как в мире отсутствует какая-либо единая база данных, где бы мы могли хранить все эти показатели, связанные с родословной, здоровьем и другими показателями касаемо той или иной породы собак. Ведь как показывает практика, если же вдруг с нашим питомцем происходит что-то неладное, то вы сначала пытаетесь найти на просторах интернета необходимую вам информацию и только в крайних случаях отвозите его к ветеринару. Кому-то данный способ может показаться весьма неплохим, однако не всегда на форумах то или иное мнение описывают профессионалы своего дела. Поэтому, чтобы не навредить животному, собаководы должны иметь единую для всех систему, где они могут в любой момент получить достоверную помощь от специалиста, описав все симптомы своего любимого питомца. Но и это еще далеко не все, ведь помимо медицинской несвязанности всех этих собачников, индустрия собаководства изрядно устарела и имеет очень большой спектр социальных и деловых проблем, в рамках которых сложно отслеживать как условия защиты между заводчиками и новыми ответственными хранителями, так и между участниками выставок собак, в которых ежегодно принимает участие свыше 2 миллионов собачников. Также к проблемам можно отнести и отсутствие различных вспомогательных приложений, которые бы информировали всех нас о благополучии вашего питомца на протяжении всей его жизни, о необходимой вакцинации и о других медицинских показателях. Одним словом, существующая на данный момент индустрия не имеет какого-либо логического, закономерного и, самое главное, структурированного подхода к осознанному взаимодействию людей с их домашними питомцами. Именно поэтому команда специалистов, имеющая непосредственный опыт работы в данном направлении, решила предложить свой новый и уникальный проект под названием DogData, главной целью которого, собственно говоря, и является создание крупнейшей в мире децентрализованной платформы для всех владельцев собак, а также специалистов, отвечающих за здоровье и социальную жизнь их животных. То есть все ветеринары, кинологи, грумеры, судьи выставок, производители товаров для животных и другие благотворительные организации по спасению собак будут в одном месте. Одним словом, DogData создает новые, более качественные P2P отношения между всеми этими участниками рынка и владельцами собак, расширяя их возможности коммуникации в более доступном и понятном формате, где вы без каких-либо проблем сможете не только следить за благополучием своего питомца, но и отнести его в базу родословной, следить за всеми необходимыми вакцинациями, которые необходимо делать в тот или иной период, а также по желанию принимать участие в благотворительных собачьих организациях, используя при этом внутренний токен системы, с помощью которого вы, как уже поняли, пользователи DogData смогут как зарегистрироваться, так и использовать все предоставленные услуги в рамках системы, основанные на базе технологии блокчейн, начиная от микрочипа, заканчивая первой многомерной базой родословных собак, международной регистрации и ветеринарной вакцинации. Я считаю, что наличие такой платформы действительно позволит избежать многих проблем, а также улучшить качество ухода за домашними питомцами, снизив тем самым смертность многих щенков. Безусловно, кто-то может подумать, что все это слишком уж усложнит нашу с вами жизнь. Вовсе нет. Я считаю, что данные методы только качественным образом структурируют и так уже имеющуюся информацию вокруг нас и наших с вами питомцев. И вообще, я сама уже очень давно задумалась над тем, но почему все владельцы собак, да и кошек в частности, не делают своим домашним животным хотя бы ошейники с медальонами, где будет прописан хотя бы номер телефона хозяина или же адрес его фактического проживания. А то, получается, животных мы любим, а позаботиться заранее о том, что оно может потеряться, никто не думает. А потом только то и дело, что видишь в интернете. Нашлась собака в каком-то районе. Или наоборот, пропала собака, нашедшему просьбу позвонить по такому-то телефону. Одним словом, не понимаю я таких любителей животных. Может, кто и осудит меня, сказав, что сделать адресник стоит непомерно больших денег. Но уж поверьте, он не стоит дороже одного похода в кино или же кафе. Поэтому оправдываться по поводу цены глупо. Это всего лишь говорит о вашей степени ответственности за свое животное. Поэтому появление таких проектов, как DogData, я с особым трепетом и благодарностью принимаю и желаю им действительно всеобщего развития и продвижения,
так как мы все в ответе за тех, кого приручили. Надеюсь, вы меня в этом поддержите. Если же нет, буду рада прочитать ваше мнение относительно данной ситуации и мнение о проекте в комментариях. На этом же мой видеообзор подошел к концу, поэтому если вам интересно будет познакомиться с док-датой более подробно, то в описании под этим видео вы найдете как подробный технический документ проекта, так и все его официальные ресурсы. А на этом я ненадолго с вами прощаюсь и желаю, чтобы вы были осознанными, любящими и заботливыми хозяями своих четвероногих друзей. А с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!